Всем привет! А сегодня я буду собирать синего трактора. И на этот раз это обновленная МТЗ-80 от модельной фирмы Model Tools. Это 3D-печатная модель. И сейчас я вам покажу, что получится. Поехали! Итак, передо мной МТЗ-80. И это уже другая итерация трактора. Она отличается от предыдущей, которую я делала, более низкой кабиной. И, в принципе, этот набор более проработан. Так что давайте посмотрим, что он из себя представляет. Model Tools, кстати, если вам интересно, можете найти их и в ВК, и в Телеграме, перейдя по соответствующим QR-кодам. Соответственно, в нашей бюджетной коробочке идет инструкция. Инструкция уже более детально проработана и довольно понятна и проста. Идет такой листочек с раскройкой для остекления нашего трактора. Остекление дано в виде вот такого листа поликарбоната, наверное, как правильно это называется, материал. В общем, здесь надо будет потом снять пленочки с двух сторон, и у вас будет абсолютно прозрачное красивое стеклышко. Так что раскрой, обводим, вырезаем. Дальше у нас сама кабина. И этот трактор выполнен по технологии 3D-печати. И при этом уже производитель позаботился и убрал все лишние поддержки, которые тут были вот на пузике трактора. Соответственно, вот так будет выглядеть кабина. Можно убрать этот скотч. Ну а купить все необходимое для моделизма, будь то наборы для сборки, краски, инструменты, вы можете в магазине «Модельная лавка». Там регулярно появляются новинки от Звезды, от АВД, от других мировых производителей. Для первого заказа действует промокод, который вы видите на экране. Он дает вам скидку в 500 рублей. Но если вы бывалый пользователь лавки, то есть промокод Даша, и он дает вам скидку в 10%. Так что ссылка на магазин в описании. Переходи, там и все действующие промокоды. Поехали! И посмотреть. Видите, какой заботливый производитель. Еще небось раритетный томиевский скотч. Хотя может быть и мачете. Собственно, вот она кабина. Как видите, здесь тоже нет никаких дефектиков. Все идеально. Стыкуем. И получаем кабинку. Так, дальше здесь у нас, если у вас возникнут вопросы или будет проблемы с наличием каких-нибудь деталей, вы можете обратиться к производителю, и вам в частном порядке все, в индивидуальном порядке все вам решат все ваши проблемы. Итак, в этой коробочке у нас лежат уже детали. Они подписаны. Это деталь D1.1, а это D11.1, а это деталь D11.2. И, по сути, это одна и та же деталь, но она отличается разным исполнением. То есть производитель нам предлагает собрать с полным приводом трактора, либо же только с задним приводом. Соответственно, дальше тут в этой коробочке лежит деталь двигателя, насколько я понимаю, или трансмиссии. И все. Следующий тоже деталь, вот сам двигатель. Это у нас колеса. Тут все подписано. И также вот самые большие колеса. И, кстати, здесь очень все качественно пролито. И практически нет дефектов печати. Хотя, мне кажется, вот здесь можно было бы поплавнее сделать переход. И в последней коробке у нас тут очень тонкие маленькие детали. Это разнообразные тросики. Я так понимаю, это проводка двигателя, фары и другие маленькие детали. Капот тоже аккуратно скручен при помощи скотча. Так, еще мелочевочка. Так, вот довольно интересная деталь. Это прозрачные пластиковые детали. Точнее, они тоже выполнены печатью. Но эти детали сделаны уж не
отделены от основы, на которой выращены все остальные детали. А нам придется это сделать самостоятельно. На самом деле это и хорошо. И обратите внимание, что они имеют некоторую... Отсутствует у них прозрачность, но эту прозрачность можно легко вернуть при помощи глянцевого лака в несколько слоев наложить, и деталь будет прозрачной. Так, ну и рамочки остекления. Так что давайте приступать к сборке. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Telegram. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на Telegram есть тоже в описании. У меня в прошлом году выходило видео с работой примерно над таким же трактором. Только тогда это был архивный набор от фирмы Model Tools с высокой крышей. А сейчас у меня на сборке актуальный и доработанный набор. Но тут трактор у меня будет с низкой крышей. Очень удобно, что детали отсоединены от поддержек. Так что мне остается только немного зачистить их перед сборкой. Клею детали я на суперклей. Модельный клей тут, к сожалению, не подойдет. По сравнению с предыдущей моделью, этот трактор более детализирован. Тут лучше проработан двигатель. Колеса даны раздельными, то есть шины и диски – это разные детали, что заметно упростило окраску модели. Также тут классно сделаны выемки под остекление на кабине. И теперь мне не нужно предельно четко и точно вырезать окна под рамы. Прям миллиметр в миллиметр. А можно сделать с небольшим напуском. Трактор МТЗ-80 – это настоящая легенда сельского хозяйства, и с ним связано множество интересных, забавных и даже курьезных фактов. Этот трудяга успел не только поработать на полях по всему миру, но и стать кинозвездой, народным любимцем и также героем забавных историй. Один из самых неожиданных моментов в его биографии – это роль в документальном фильме «Кормилец» 2016 года, который получил гран-при на фестивале в США и 2 серебряных дельфина в Каннах. В этой ленте минский трактор рассказывает свою историю от первого лица, а фермеры из разных стран – Норвегии, Никарагуа, ЮАР и других – делятся теплыми воспоминаниями о его надежности. Особенно запомнился норвежец, который в шутку заявил: «Если бы трактор был бы женщиной, я бы на нем женился». В фильме минские трактора показаны в самых разных экстремальных условиях, от африканских саванн до заснеженных полей, что только подчеркивает его универсальность. После подсборки я грунтую трактор аэрозольным грунтом, хотя, как правило, 3D-печатные модели имеют пористую поверхность. Грунтовать модель я очень рекомендую для гарантированного прилипания краски к деталям. И, конечно же, трактор у меня будет синим, каким же еще его делать? Тут для окраски я применяю краски от фирмы Machete. И это спиртовой акрил, и он вполне удобен для работы через аэрограф. А купить такие краски можно в магазине «Модельная лавка». В народе у этого трактора множество прозвищ. Официально он назовется «Белорус», но в СССР его ласково называли «Белорусочка» за выносливость и ручной характер управления. Из-за характерного звука мотора он получил кличку «Тарахтелка» или же «Дизель-певец». А полноприводную версию МТЗ-82 прозвали «Универсал» за способность выезжать из любой грязи. Далее мне предстоят ручные работы. Мне нужно окрасить элементы двигателя и прочие агрегаты, например, радиатор, выхлопную трубу, фильтры и генератор. Также мне надо поработать над кабиной, окрасить панель приборов и сиденья. И особенно мне надо проработать уплотнители стекол кабины. С этим трактором связано немало забавных историй. Например, в 2012 году латвийский фермер Каспарс Гулбис проехал на МТЗ-80 из Таллина в Брюссель, чтобы участвовать в протестах против сельскохозяйственных субсидий ЕС. Трактор стал символом борьбы за справедливость и доказал, что может преодолеть даже такой необычный маршрут. А в некоторых деревнях на МТЗ-80 устраивали тракторные гонки. Соревновались, кто быстрее вспашет поле или проедет по болоту. Технические особенности этого трактора тоже вызывают улыбку. Например, у него 18 передач вперед. И шутят, что тракторист половину смены только переключает скорости. Ранние модели имели настолько тесную кабину, что ее прозвали скворечником, а более поздние версии уже после 80-х годов прошлого века стали просторнее, и они получили прозвище «люкс». Интересно, что на МТЗ-80 можно было установить кондиционер.
Но в СССР это считалось излишеством, и поэтому фермеры охлаждались по-простому. Они снимали дверцы кабины. МТЗ-80 – настоящий путешественник. Он работал даже в Антарктиде, где использовался для перевозки грузов на полярных станциях благодаря своей неприхотливости. А во Вьетнаме его до сих пор называют стальным буйволом за способность тащить грузы, непосильные даже местной технике. А секрет его долголетия в простоте и надежности. 70% запчастей от МТЗ-50 подходят и к МТЗ-80, что сделало его своеобразным лего, но для фермеров. В интернете даже ходит мем: МТЗ-80 переживет апокалипсис, а его владелец, к сожалению, нет. И если вы хотите увидеть этого железного трудягу в действии, посмотрите фильм «Кормилец». Он переведен на 7 языков и полон трогательных моментов. Например, сцен, где трактор помогает детям сажать картошку. Он выехал на поле как босс. Синий трактор с грохотом колес. Рев мотора, как музыка ночи. Никогда не знал покоя и не хочет. Смывкой я придам трактору рельефа и бывалые грязюки. А он идет, пыль за собой ветер рвет. Крутые повороты, газ до пола. Если видишь его, знай, все будет кола. Синий трактор едет, ветер ему в лицо. Колеса вертятся быстро, как в танце диско. В красных полях он не знает преград. Трактор фыркает, как наш верный брат. Он помогает всем вокруг. Фермеры знают точно, друг. На нем едут мечты и хлеб. Синий трактор наш герой и шеф. Синий трактор едет, ветер ему в лицо. Колеса вертятся быстро, как в танце диско. В красных полях он не знает преград. Трактор фыркает, как наш верный брат. Ему не важен дождь или снег. Синий трактор принесет успех на рассвете или в полночный час. Он всегда готов помочь всем из нас. Ему не важен дождь или снег. Окрашу мелочевку, отражатели фар и зеркала. Полночный час. Он всегда готов помочь всем из нас. Прозрачные детали тоже сделаны на фотополимерном принтере и имеют шероховатость. И вот для того, чтобы светотехника была прозрачной, я покрою эти детали глянцевым лаком и потом приклею их на свои места. Ему не важен дождь или снег. Синий трактор принесет успех на рассвете или в полночный час. Он всегда готов помочь всем из нас. Осталось немного припылить пигментами полевого трудягу, добавить ржавчины на выхлопную систему и копоти, и модель готова. Ему не важен дождь или снег. Синий трактор принесет успех на рассвете или в полночный час. Он всегда готов помочь всем из нас. И вот такой синий трактор у меня получился. Так что по полям он едет к вам и везет что-то ценное у себя в кузове.
Пока. Синий трактор по полям едет вновь. Ярко светит солнце, заливая кровь. Колеса грохочут, музыка в груди. Рассекает воздух, он летит, летит. Пыль клубится, за ним след оставлен. Звук мотора громкий, как тяжелый камень. Навстречу к мечтам он движется в пути. Вперед к приключениям, что ждут впереди.